Как всегда, в воскресенье вас ожидает свежий выпуск новостей MMORPG за неделю. Сегодня поговорим про миллионы игроков, которые наконец-то добрались до раннего доступа почти MMORPG Pass of Exile 2, новое оружие, которое уже доступно в глобальной версии Throne and Liberty, очередное закрытие Arcade и многом другом. Не забываем подписываться на канал, в том числе по ссылкам в описании можно найти нас на отечественных платформах ВК и на Рутуб. Ну а за общением и самыми свежими новостями жанра MMORPG отправляю вас в мой телеграм. Меня зовут Мадлер, это портал Гохару, и мы начинаем. Crystal Falls — совершенно новая, готовящаяся к выходу бесплатная экшен-RPG игра, действие которой происходит в постапокалиптическом стимпанковском мире спустя столетия после глобальной катастрофы, известной как Nexus. Игрокам предстоит примерить на себя роли различных гибридных героев и исследовать мир, наполненный руинами, подземельями и могущественными артефактами. На момент релиза в игре планируется 3 класса, каждый из которых сможет похвастаться своими древами прокачки, причем навыки в игре не учатся, а находятся как лут. Скиллы могут быть, что называется, разной рарности и тоже обладают собственными древами прокачки, а в некоторых и вовсе есть специальные ноды для вставки камней. В общем, простор для творчества любителям билдостроения обеспечен. Множество различных подземелий, богатый лор, бесконечная процедурная концовка, привычная многим любителям жанра системы сезонов и, конечно же, возможность торговать с другими игроками без каких-либо ограничений. Многопользовательский режим, разумеется, тоже в наличии. За игру отвечает команда ветеранов экшен-ролевых игр, известных разработкой Pillars of Eternity и Stellaris, включая бывшего креативного директора Pass of Exile. Полный релиз Crystal Falls, кстати, онли на ПК, запланирован на 2025 год, однако ОБТ начнется уже 13 декабря этого года. Так что, если заинтересовались, не поленитесь добавить Crystal Falls в свой виш-лист в Steam по ссылке в описании и закрепленном комментарии. В отечественной MMORPG Alloda Online было установлено крупное обновление 16.0 «Власть металла». Теперь герои Сарнаута могут прокачаться до 115 уровня. В игре появился новый Аллод Кадаган. Новый сюжет позволит вам глубже погрузиться в богатую культуру и загадки этих земель, где прошлое тесно переплетается с настоящим, а каждый шаг приближает к раскрытию великой тайны. Также в игре значительно переработали механику получения экипировки, добавили рейд на 12 человек Дворец Садрок с несколькими уровнями сложности и запустили новый сезон. Российский издатель игр компании Innova совместно со студией Black Storm из Южной Кореи анонсировали российскую версию кроссплатформенной MMORPG Rememento White Shadow. На официальном сайте издателя уже можно пройти предварительную регистрацию, а вот даты релиза пока не сообщили. Игра будет доступна на ПК и мобильных девайсах. Корейская версия игры была анонсирована в мае прошлого года, но до релиза пока не добралась. Разработчики Black Desert опубликовали небольшой тизер, демонстрирующий новое оружие, которое появится в игре. В коротком видео представлены дробовик и револьвер, которые появятся в Black Desert. И судя по тому, что было показано, видно, что в лаборатории Марни проделано много работы. На текущий момент не совсем понятно, что это за оружие, но нетрудно догадаться, что разработчики таким образом тизерят новый класс. По слухам, это будет женская вариация на тему Ганнера. Albion Online продолжает работать над улучшением обновления Horizons. Патч этой недели улучшает настройку динамических лагерей, редактор HUD и вносит изменения для пользователей Android. Из важного, команда решила отменить миграцию платформы на мобильное устройство. Если вы используете Android, в примечаниях к патчу Horizons есть сообщение об изменении миграции. Короче говоря, это означает, что вам предстоит более длительный и объемный процесс установки, чем обычно. Остальная часть обновления содержит некоторые изменения в балансе классов и оружия. Сейчас основной целью жизни в мире PAX Day является просто выживание, по крайней мере до следующего крупного обновления игры, в котором планируется ввести более глубокую внутриигровую экономику. Жизненной силой этой новой экономической торговой системы станет золото, которое первоначально будет добываться в качестве лута. Еще одной важной частью головоломки станет возможность строить торговые прилавки, которые игроки смогут использовать для демонстрации созданных предметов, ресурсов или других товаров. Хотя золото в первую очередь является движущей силой будущей экономики, валюту также можно использовать для покупки ресурса, известного как благодать, который можно использовать для выполнения небольших небоевых заклинаний, таких как улучшение созданных предметов, собирательство или быстрого путешествия в определенное место. Спин-офф EVE Online MMO Survival EVE Frontier решил открыть тестирование для игроков, но попасть в него смогут, как говорится, не только лишь все. Для этого желающим придется приобрести набор Founder Access. Всего таких наборов 3, от 30 до $90. Понятное дело, чем дороже пакет, тем больше эксклюзивных предметов он дает. Что же касается даты старта альфа-теста, то он начнется уже 10 декабря.
Shanghai Bakura Network Technology, 40% которой принадлежит Tencent, начала прием заявок на новое ZBT MMORPG Star Resonance, китайского переосмысления почивший Blue протокол на движке Unity. Изъявить желание можно с 6 по 19 декабря, а уже 23 декабря начнется рассылка приглашений. Сроки тестирования разработчики пока не раскрыли, зато поделились трейлером. NDA не будет, а вот датамайнинг под запретом. Заявлены 6 классов: защитник, мечник, рыцарь, лучник, ледяной маг и заклинатель. О локализации и выпуске условно-бесплатного проекта с анимешной графикой на Западе информации на текущий момент нет. Ubisoft разрабатывает новый проект под кодовым названием Altera, который станет социальным симулятором, использующим воксельную технологию терраформирования. Источники говорят, что игровой цикл будет похож на Animal Crossing вперемешку с Minecraft. Как стало известно Insider Gaming, этот проект находится в разработке около 18 месяцев. Он родился после отмены другого проекта, который использовал создание вокселей и находился в разработке около 4 лет. Altera описывается как социальный симулятор, вдохновленный Animal Crossing, в котором игроки будут населять остров, состоящий из интерактивных неигровых персонажей под названием Матерлинги. Источники сообщили, что игроки смогут покинуть свой остров и отправиться в другие миры, состоящие из разных биомов, разных типов матерлингов, врагов, материалов и многого другого, где они также смогут взаимодействовать с другими игроками. Корейский издатель MMORPG Arcade объявил о закрытии серверов игры в домашнем регионе. В качестве основной причины названа невозможность удовлетворить игроков качественным контентом. Игра за прошедшее время сильно потеряла в популярности, а потому распределять ресурсы компании на ее поддержку нет смысла. О графике прекращения предоставления услуг и порядке возврата средств издатель сообщит в отдельном объявлении. Издатель же Arcade в России и СНГ, компания Astrum Entertainment, уже прокомментировал эту печальную новость, заверив наших геймеров в том, что русскоязычную версию игры такая судьба минует, цитирую. С сожалением сообщаем, что разработчики Arcade из Южной Кореи пришли к решению закрыть серверы для игроков своего региона. Мы понимаем, что это известие может вызвать волнующие вопросы и разочарование у тех, кто следит за новостями с родины игры для подготовки к обновлению. Но не стоит волноваться, ведь Astrum Entertainment продолжит издательство игры Arcade на территории России. Закрытие серверов в Южной Корее не скажется на доступе к Arcade для русскоговорящих игроков. Мы продолжаем поддерживать и развивать проект. На днях глобальная версия MMORPG Throne and Liberty от Amazon Games получила крупное контентное обновление, которое добавило в игру новое оружие, систему рун, еще одно Т2 подземелье, кодекс рыбалки, улучшило баланс и многое другое. Официально новое оружие, копье, анонсировали совсем недавно, хотя игроки знали о нем со дня релиза корейской версии игры благодаря датамайнам. Кроме того, в глобал добавили систему рун, которая позволит сделать билды более гибкими. Таким образом, глобальная версия игры стала еще ближе к корейской, а часть контента теперь вообще идентична. Также в глобале TL появилась возможность создавать PvP-матчи Wargames. Состоялся релиз в формате раннего доступа главной надежды целого жанра диаблоидов, они же ARPG Pass of Exile 2. Разумеется, без неприятностей не обошлось. Миллионы игроков по всему миру традиционно долгое время не могли попасть в игру, потому что логин-серверы лежали мертвым грузом. Даже офсайт лежал и не поднимался. Впрочем, разработчики заранее подстелили, что называется, себе соломки, выпустив соответствующее видео, в котором сообщалось, мол, ребят, мы продали более 1 миллиона предзаказов, и можете не сомневаться, серваки будут лагать и лежать. Но мы, конечно же, максимально постараемся. И нужно отметить, они действительно в конечном итоге с проблемами справились. На Twitch же аудитория Pass of Exile 2 перевалила за 1 миллион зрителей. На площадке Steam, несмотря на проблемный старт, отзывы у игры в основном положительные. Впрочем, никто ничего другого и не ожидал. Об этом я сообщил в нашем недавнем видео, которое было посвящено раннему доступу PoE 2 и противостоянию с Blizzard. Ознакомиться можно по подсказке. И это все новости MMORPG на неделю. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписан. С вами был Мадлер, это портал Go.ru. Еще услышимся. Take up the spear, forge your legend, and claim the throne.